Вот так. Не знаю, видно вам или нет, но постараюсь одним движением отделить детку. Все корни на месте. Вот это да. Еще не началось. А уже кто-то лежит. На весь стол причем. Надо двигаться, Семочка. Сёма, давай, двигайся. Сёма, ты мне точно мешаешь. Вот совсем мешаешь. Да. Давайте, вот там место освобожу. Иди ко мне. Иди туда. Иди здесь ложись. И все. И вот там остался. Молодец, хорошо лежать. Сёма, лежать. Молодец. Все. Так, телефон там. Телефон убери, пожалуйста. Добрый день, друзья. Помощник на месте. Помощники. Да. Вот Но они. этот не на месте. Один спокоен, другой в поисках. Добрый день. Сегодня будем отделять деток от материнского растения. Орхидея была теперь уже с названием «Радуга». Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете канал. Это большая помощь в развитии канала. Ссылки на карту оставляю в описании под видео. Еще раз спасибо. У этой орхидеи есть небольшая история, и она показана на канале. Во-первых, я ее купила очень давно. Это была одна из моих первых покупок в Леруа. Обязательно будет сейчас фотография этой орхидеи. И показывала, как она цвела в домашнем цветении. Да, бесподобная орхидея. Даже не знаю, что о ней сказать. Очень красивая. После домашнего цветения она решила вырастить детку. Сначала одну. И эту детку мы отсоединили от материнского растения, посадили. Да, растет. Постараюсь оставить все ссылки на эти видео, где я показывала эту орхидею. Все в правом углу экрана. Она растет. Вот и корешки растущие, и листики. Но очень медленно. Поэтому, когда появилось еще две детки на орхидее, я решила, что они будут на материнском растении как можно дольше и как можно больше подрастут. Но радуга сама сбросила все листья, и остался пенек, вот он виден. И корни у этих двух деток уже и в горшке где-то, и даже есть уже сломанные, вот они, почти не растущие. Ну, не растущие, но здоровые, по крайней мере. Есть и раскукленные корни, но разобраться, вот они, вот раскукленные корни, но разобраться, где корни какой детки, я уже не могу. Поэтому я решила извлечь ее из горшка и отсоединить эти две, ну не могу даже сказать, что малышки, два подростка. И посмотрев последний раз в горшок, я увидела, что материнские корни, они уже не рабочие, они гнилые все. Может, они помогают росту маленьких орхидей, но пора их отправить во взрослую жизнь. Давайте посмотрим, как мы это сможем сделать.
И что у нас из этого получится? Придется мне рукой помогать. Угу, не получится. А теперь все получилось. Ну и, конечно, здесь все понятно. Вот корни материнского растения. Я буквально 2 дня назад поливала орхидею. Они все гнилые. Но так и должно было случиться. И вот они, 2 детки, которые растут вот на этом старом пеньке. Вот видно этот пенек, а вот эти все здоровые корни, это корни от деток. Так, как же нам поступить? Между прочим, даже вот этот корень, это корень какой-то детки, мне так... А нет. Да, вот этот здоровый корень, это вот этот длинный корень, это корень вот этой детки. Так что направлялись и в горшок какие-то корни. Давайте я сразу обрежу этот пенек с гнилыми корнями, чтобы он нам не мешал разбираться в остальных корнях. Да, он хоть и сухой, но Деревянный. деревянный, да, действительно. Удаляю все гнилые старые корни. Вот они на старом еще пеньке, даже выше есть. Вот это корни материнского растения. Вот, чтобы было видно. Вот это все еще пенек и старые корни. Так. Ну все. Остались только корни деток. Так. Семочка. Посмотри, какая деточка. Деточки. 2 штучки. Оп. И, конечно, самое сложное — это отделить деток от старого пенька. Для того, чтобы приступить к этой операции, надо приготовить инструменты. И так как сейчас обрезала старые гнилые корни, после этого нужно сделать обработку. Обработка должна быть любым спиртосодержащим раствором. У меня это чистый спирт. Можно обработать секатор водкой. И что немаловажно, дать испариться спирту. Ну, это буквально 10-15 секунд. И теперь надо рассмотреть место
соединение детки и сухого пенька. Даже если не получается отрезать так, чтобы сохранить абсолютно все корни, в этом не будет ничего страшного. Но, конечно, нужно сделать так, чтобы сохранить максимальное количество корней. Так, сейчас начну вот с этой детки, которая выше. Это материнский корень. Отрезаю его. И вот это место соединения. Сюда надо вводить секатор и аккуратно отрезать детку. Не представляю, как это сейчас я сделаю и покажу на камеру. Ну, как-то буду пытаться это сделать. Сложно. Убираю все, что мне мешает, потому что, ну, действительно, это не так просто. Ну, по-моему, я нашла вход, но вот этот корень, вот этот, могу повредить. Он очень сильно прирос к пеньку. Ну, постараюсь его сохранить. Так, вот так. Не знаю, видно вам или нет, но постараюсь одним движением отделить детку. Все корни на месте. Так, теперь вторая детка. Точно так же внимательно рассматриваю все. Нахожу. Этот корень находится на пеньке. Вот эта часть корня, это тоже пенек. Так. Этот корень. Ну, я надеюсь, что вам видно. Этот корень тоже материнского растения. Так. Ох, слышу, как мне сейчас будете говорить. Да, этот старый пенек с этими корнями можно посадить. Ох, это как сложно. Да и не нужно. Вот представляете, как мне приходится разглядывать это растение, чтобы понять, где же отрезать. Ну вот если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, можно не отделять детку от этого пенька. Можно посадить и вместе с пеньком. Помните? Так, Сёма, нельзя. Я недавно показывала отделение деток прикорневых, именно прикорневых, которые росли с материнским растением, но эти детки были прямо в посадке. И когда я снимала эту детку, пенек отделялся сам. Вот так и здесь. Можно оставить этот пенек и даже корни материнского растения. Знаете, что самое интересное? Самое интересное, что одну из деток я пообещала подарить своей подруге. А вторую детку я не буду сажать и не буду отделять вот этот пенек. Я хочу его отдать в ваши добрые, умелые руки. То есть эта детка будет подарком моим подписчикам. Но, к сожалению, только тем подписчикам, которые живут в Ростове и Ростовской области и могут приехать, забрать эту орхидею ко мне домой. Но самое главное,
нужно первым оставить комментарий под этим видео «Хочу орхидею в подарок». Мы с вами свяжемся и решим, когда вы сможете забрать эту орхидею. Жду вашего комментария. Сёма! Сёма! Хулиган. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.